Привет, друзья! Вы на канале Классика орхидейного жанра. Сегодня у нас очень разноплановое видео. Сегодня мы посмотрим очень много красоты, узнаем что-то новое для тех, кто этого не знает. Для тех, кто знает, напомню, хорошо забытое старое. Мы пополним книгу знаний, книгу целебных, лекарственных и чудодейственных рецептов для наших орхидей. И по-прежнему для тех, кого не интересует прочая информация, кроме самого рецепта, в описании под видео и в первом закрепленном комментарии под ним я вставлю тайм-коды с указанием времени, начала и окончания конкретно взятой части видео. Главной героиней сегодняшнего видео будет выступать невообразимо красивый сорт. Сорт с необыкновенно чудесным запахом. Полное название этого сорта – Phalaenopsis Sweet Memory Leodora. Сорт выведен селекционером Рексом Смитом и зарегистрирован в 1982 году. Одним из родителей Леодора является природный Phalaenopsis violacea. Именно от нее Леодора и взяла свой необыкновенно чарующий аромат. К Леодора в орхоинтернет-пространстве относятся по-разному. Изначально практически абсолютно все хотят этот сорт в свою коллекцию. А потом, когда орхолюбители приобретают ее, у многих начинается процесс разочарования. Почему? Потому что, как любой фаленопсис, в предках у которого есть природные виды орхидей, он крайне привередлив к цветению в домашних условиях. Цветет скудно или не цветет вовсе. И даже у орхолюбителей с многолетним стажем вызывает восторг цветение Леодора на несколько цветочков. 2, 3, 4, 5. Уже радости полные карманы. В сегодняшнем видео я покажу вам цветение Phalaenopsis Sweet Memory Leodora на 4 цветоносах и на 17 красивенных цветов. Изначально цветов должно было быть 20. Но однажды я несла на полив Phalaenopsis Дикий Кот и зацепилась его метровым цветоносом за цветонос Леодора. Когда я поняла, что что-то мешает мне пронести Дикого Кота, было уже поздно. Я уже снесла 3 цветка Леодора. Так что по факту их сейчас 17, а должно было быть 20. Данный экземпляр в моем уходе 2,5 года, и об этом сорте уже есть отдельное видео. Если вы его не смотрели, обязательно посмотрите. В том видео я показываю все цветения Леодора с момента его приобретения и до момента выхода видео. Рассказываю и о посадке, и о условиях содержания. Конечно, в этом видео я также проговорю эти моменты, но более поверхностно. Поэтому, если кому-то интересно, обязательно смотрите предыдущие видео по теме, так картина сложится у вас более полно. Первый раз за 2,5 года этот Phalaenopsis цветет у меня сразу на 4 цветоноса. Как такое может быть, спросят новички. Дело в том, что этот Phalaenopsis обладает револьверным типом цветения. Что это значит? Это значит, что с каждой новой волной цветения пробуждаться может кончик не одного цветоноса, а сразу всех зеленых, которые имеются в тот момент на растении. Причем одновременно могут пробуждаться не только окончания цветоносов, но и меристемные почки на них. Что я для этого делала? Для этого я ломала цветоносы орхидеи. Нет, друзья, не обрезала, именно ломала. На канале уже есть несколько видео по этой теме. Называются эти видео одинаково «Сломай его так». В видео я рассказываю, для чего я ломаю цветоносы орхидеям и что из этого получается. Показываю все наглядно, с конкретными конечными результатами. Если ломать цветоносы орхидеи вовремя и правильно, то есть во время активации гормона цветения внутри организма орхидеи, то этот самый гормон цветения или гибереллин, распределяется равномерно по всем непроцветшим частям или меристемам орхидеи.
происходит активация как верхушечной меристемы цветоноса, то есть кончика, так и боковых меристем на цветоносе. Как вы уже поняли, в этом сезоне цветения я ломала цветоносы нескольких орхидей, и результат был во всех случаях стопроцентный результат. Каждая из этих орхидей процветает невероятно пышно и красиво. Не стала исключением и Леодора, и сейчас она цветет в 5 направлениях – с окончаний цветоносов и с меристемных почек, пробужденных на них. Кроме того, я не одинока в своем счастье. Есть зрители, которые следуют моему примеру незамедлительно, и есть те, кто сломали цветоносы своим Леодором примерно в то же время, что и я. О результатах в комментариях написали многие. Друзья, из тех, кто ломал цветоносы и у кого получилось, напишите под этим видео более подробные комментарии о своем опыте. Я уверена, многим будет интересно почитать. Большую часть времени моя Леодора живет на подвесе, на который запитана вся система подсветки в этой комнате. Комната северо-восточная. Практически в 20 сантиметрах от листовой массы Леодора горит светильник цветовой температуры 6500 кельвинов и мощностью 18 Вт. Леодора относится к числу моих летучих голландцев, а это значит, что она неоднократно падала отовсюду, в том числе и с этого подвеса. Рвались цепочки, на которых она висит. Невиданное дело. На этом же самом подвесе висит еще несколько орхидей в ряду с Леодора. Ни одна из них никогда не падает, а Леодора постоянно. И цепочки я меняю. Что бы я только ни делала, Леодора все же относится к числу падучих орхидей в моей коллекции. Зато благодаря тому, что лампа светит в непосредственной близи от листовой пластины и от ствола Леодора, моя Леодора в горшке не укладывается. Она растет четко вверх, к источнику света. А это светильник хорошей и правильной цветовой температуры. И если вы только попали на канал и еще не знаете, как правильно организовать дополнительное освещение, то есть досветку или подсветку для орхидей, пройдите в плейлист «Фаленопсис и вопросы по уходу» и найдите в нем видео «Досветка или подсветка для орхидей». В описании под видео и в первом закрепленном комментарии под ним я оставлю все те ссылки, о которых упоминаю в видео. Благодаря правильно организованному освещению ваши фаленопсисы будут активно развиваться, расти и цвести круглый год, не имея периода вынужденного покоя. Отдельного внимания заслуживает листовая масса фаленопсиса Леодора. У моей Леодора 6 пар листьев, то есть 12 листьев. Не все из них идеальны, потому что, как я уже говорила, моя Леодора любит летать. И поэтому на листьях, на некоторых вы видите вот такие красивые бабочки. Они прикрывают дырки на листьях. Дырки от падения. Дырок на листьях всего 2 по количеству бабочек, остальная листовая масса просто идеальна. Листья у Леодора виолацейного типа, а это значит, что они несколько другого цвета, нежели стандартная листва у фаленопсисов, более светлые, более салатовые, необыкновенно красивые и иногда даже волнистые. Очень красивая листовая масса и очень красивая розетка. Сейчас может показаться, что она направлена вперед. Нет, друзья, просто 5 цветоносов, их 5, один не цветет, 4 цветоноса, 5 направлений цветения перетягивают бедный горшок диаметром всего 12 сантиметров вперед, и он просто завалился в корзинке, которая больше, чем горшок диаметром. Все 2,5 года это растение находится в одной и той же посадке, в которую я определила растение после покупки и пересадки. Горшок диаметром 12 сантиметров, весь в огромном количестве вентиляционных отверстий, все как всегда.
Основой субстрата для посадки этого фаленопсиса являлась кора хвойных пород деревьев с добавлением живого резаного мха, кремневита и глиняных черепков. Часто, когда новые зрители попадают на этот канал и видят цветение моих орхидей, у них резко возникает вопрос по поводу смены субстрата. Они хотят поменять керамзит или мох на кору, причем в экстренно быстрые сроки. Стоит ли это делать? Если вы уже не первый день на этом канале, то наверняка знаете, что я против резких движений. Никогда не нужно торопиться. Особенно, если вы не понимаете, для чего вы это делаете. И не менее часто я говорю, что не субстрат определяет пышность цветения, а совершенно другие факторы. К слову сказать, сейчас вы на своих экранах видите цветение ванды в этом сезоне. Так вот, все 4 ванды, которые имеются в моей коллекции, содержатся бессубстратно, то есть в пустых горшках, и при этом невероятно красиво цветут. Факторов для пышного и невероятно красивого цветения орхидей всего 5, и о всех них я регулярно рассказываю на этом канале, поэтому не поленитесь, изучите канал. Здесь масса всего интересного, и если вы наберетесь терпения и усердия и изучите весь теоретический материал, который есть на этом канале, вы обязательно достигнете высоких результатов. Ну а мы тем временем достигли полного распуска Леодора. Все 20 цветов сейчас были бы распущены. В данном случае вы видите 17 цветов на орхидее. Первые цветы на первом цветоносе этой орхидеи начали распускаться еще в начале февраля, а сейчас начало мая. Таким образом, Леодора цветет уже 2,5 месяца. Что сделать, чтобы поддержать орхидею в ее цветении, чтобы это цветение продлилось как можно дольше? Многие из вас уже знают, что я не использую в уходе за орхидеями никаких химических или химически синтезированных препаратов, ни удобрений, ни активаторов, ни стимуляторов, ничего абсолютно, что можно было бы купить в магазине. Лишь то, что даровано нам природой или же можно изготовить в домашних условиях. Зато в вопросах, как из ничего сделать что-то пригодное для использования на орхидеях, я мастак. Вот тут я и изобретатель, и рационализатор, и все вместе взятое. И я много раз вам говорила, что подождите немного, скоро начнется весна, и мы начнем с вами изучать. Точнее, я начну с вами делиться всеми теми секретами по использованию абсолютно бесплатных средств для наших орхидей, для укрепления их иммунитета, для обогащения их витаминами, питательными веществами и всем. И вот, друзья, весна дошла и до Приморья. И мы, наконец, начнем изучать лекарственные растения, травы, деревья, все то, что поможет нам в выращивании орхидей. Часто мне в комментариях писали под видео об алоэ, каланхое, о толстянке. Все это, конечно, хорошо, но не безгранично в наших домашних условиях. А сделайте нам что-то такое, чего бы у нас было много, и что именно мы в своей северной широте, в своем северном полушарии могли бы использовать на орхидеях безгранично. Итак, друзья, встречайте. Наше желтое золото. Одуванчик лекарственный. Другое название – одуванчик полевой, одуванчик аптечный или одуванчик обыкновенный. Наиболее известный вид рода одуванчик – семейства астровые. О целебных и лекарственных свойствах одуванчика известно издревле. Но я начала изучать одуванчик тогда, когда к нам в Приморье начали массово приезжать китайцы. Все мы знаем, что китайская медицина одна из самых древних медицин, и если уж чем-то интересуются китайцы, значит оно того стоит.
Когда я увидела китайцев с очумелыми глазами, ножиками в руках, которые на полянах вырывали с корнем наши одуванчики, складывали их в пакеты и со счастливым видом уносили себе в гостиницы, я поняла, что дело стоящее, и одуванчик нужно изучать. К слову сказать, витаминный напиток из одуванчика полезен не только орхидеям, но и людям. И если вы будете заваривать чай из одуванчиков для себя каждое утро и вечер, ваш организм скажет вам спасибо. Но в этом видео я не буду рассказывать о пользе одуванчика для человека. Я расскажу о пользе одуванчика для наших орхидей и для растений в целом, ведь одуванчик, а точнее целебно-лекарственный напиток из одуванчика подходит для обработки абсолютно всех растений у вас дома, не только орхидей. В одуванчике полезно и целебно абсолютно все его части от корня и до цветка. В сегодняшнем видео мы будем использовать соцветия одуванчика для приготовления витаминного настоя для орхидей. Соцветия одуванчика богаты витаминами А, С, В2, Е, ПП, холином, солями марганца, железа, кальция, фосфора, что делает их необыкновенно полезными для орхидей. Для приготовления витаминного напитка необходимо 10 соцветий одуванчика. Я сорвала 20, чтобы показать вам различные варианты в различной таре, промыла их, и вот они готовы к употреблению. Здесь же хочу отметить, что если вдруг вы решите использовать одуванчики для себя, то есть для употребления внутрь, собирать их нужно только в экологически чистых районах, не в черте города. Для орхидей мы можем использовать тот одуванчик, который растет непосредственно на лужайках в черте города. Не страшно. Итак, выйдя из дома, в ближайшем скверике на лужайке я сорвала вот этих 20 соцветий одуванчиков. На 1 стакан воды, в моем случае графин из толстого стекла объемом 250 мл, я использую 5-6 соцветий одуванчика. Кроме того, можно использовать любую другую стеклянную, эмалированную или керамическую посуду. Заливаем приготовленные соцветия горячей кипяченой водой. Температура воды около 70 градусов Цельсия. Для приготовления настоев я никогда не использую кипяток. Это позволяет сохранить все питательные, лекарственные и витаминные свойства данного напитка. Заполняем емкость до верха, накрываем ее любой крышкой и хорошенько укутываем. Я делаю настой примерно сутки. Через сутки можно процеживать и начинать использовать. Через сутки все соцветия одуванчика опускаются на дно. Сам напиток приобретает слабо-желтый красивый цвет, и его можно использовать. Использовать витаминный настой из цветов одуванчика мы будем исключительно на листовых пластинах орхидеи. Корневое воздействие исключается полностью, только по листве. Часто спрашивают о температурном режиме для опрыскивания. Друзья, сейчас весна, и температуры выше 18 градусов Цельсия вполне подходят для опрыскивания листовых пластин орхидей. Еще раз напомню, что мои орхидеи уже закаленные и уже приучены к опрыскиваниям при более низких температурах. Сейчас на улице 14 градусов, но светит солнце, и я обрабатываю свои орхидеи лекарственно-витаминным настоем из цветков одуванчика. Объем распылителя 2 литра. В этих 2 литрах 1 стакан настоя из цветков одуванчика и 7 стаканов воды. Опять же повторюсь, передозировать одуванчик практически невозможно. Витаминный настой вкупе с самим опрыскиванием необыкновенно укрепит ваше растение, необыкновенно повысит его иммунитет и подготовит к новой стадии вегетации.
Естественно, все эти рекомендации применимы только для тех, кто не боится воды в принципе, кто готов к водным процедурам, к душеванию, к опрыскиванию и к пышному цветению орхидей. Работа этого канала прежде всего направлена на то, чтобы продемонстрировать зрителю, как цветут орхидеи, как способны цвести с учетом их еженедельных душеваний, каждодневных опрыскиваний и прочих водных процедур. При этом я вполне допускаю, что для многих зрителей такая агротехника орхидей является неприемлемой, и поэтому вы вполне можете найти своих единомышленников на других каналах. Как часто можно использовать такой витаминный настой? Друзья, я никогда не использую что-то постоянно на регулярной основе. Я всегда чередую различные средства и использую то, что в данный момент есть под рукой. И в ближайших видео я обязательно буду вас знакомить со всеми этими средствами, потому что иногда нам кажется, что у нас ничего нет. Но, осмотревшись по сторонам, мы найдем с десяток самых разнообразных средств, которые прямо сейчас можем использовать для того, чтобы жизнь нашей орхидеи стала значительно интереснее. Создавая для вас видео в течение года, я еще раз убедилась, что мое мнение о том, что жизнь орхидеи вполне возможна без использования любых химических и химически синтезированных препаратов, подтвердилось полностью. И в дальнейшем мы будем поворачиваться лицом к природе, для того, чтобы использовать только то, что дарует нам сама Матушка Земля. И если вы готовы идти этим путем вместе со мной, напишите об этом в комментарии, хотя бы что-то короткое. Да, конечно. А я в свою очередь благодарю вас за внимание и напоминаю вам, что 22 минуты вы провели на канале Классика орхидейного жанра. И если вам понравилось это видео, если вы захотите вернуться на канал вновь, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх под видео, подпишитесь на канал, если раньше вы этого не сделали, жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео, и оставайтесь со мной, ведь впереди у нас много интересного.